Глава 115. Ши Цинсюань, которому сжали подбородок и влили несколько глотков черной жидкости, подавился, с силой закашлялся и выплюнул обратно больше половины, по груди его тут же растеклось черное пятно. Он закричал, дернулся и перевернул чашку в руках брата. Лицо Шиуду потемнело, он выкрикнул: «Давай! Продолжай все разбрасывать!» Напугал. «Снадобья у меня достаточно, а прокинешь одну чашку, я принесу тебе еще 20. И не успокоюсь, пока не волью в тебя все до одной». Ши Цинсюань заорал на него: Ты что, не можешь от меня отстать? Перестань меня воспитывать. Дай мне жить спокойно и умереть спокойно». Шиуду сурово бросил: «Я твой брат. Если не мне, то кому тебя воспитывать?» Ши Цинсюань замолчал и отвернулся к стене. Шиуду спустя какое-то время сел на краю кровати, тон его смягчился: «Пойду починю твой веер. Ши Цинсюань, мне он больше не нужен». Повелитель ветров испытывал сильную привязанность к своему сильнейшему артефакту, то и дело брал его в руки поиграть, и даже в зимнюю пору, когда с небес летели хлопья снега, непрестанно обмахивался бумажным веером. А теперь заявил, что веер повелителя ветров ему больше не нужен. Селяню каждое слово казалось все более странным. «Не нужен, что ж, так и быть», — ответил Шиуду. «Прекрасная возможность изготовить для тебя новый артефакт». Ши Цинсюань вновь повернулся к нему лицом. «Мне и новый не нужен. Отпусти меня вниз». Шиуду обернулся. «Вниз? Куда? В мир смертных. Я больше не хочу оставаться на небесах, я не хочу быть бессмертным божеством». На белоснежных висках Шиуду отчетливо надулись синие вены. «Глупости. Не хочешь быть божеством, хочешь отправиться в мир людей. По-твоему, мир смертных — это какое-то приятное место? Не позорься. Сколькие ждут вознесения годами, сколькие чиновники средних небес готовы голову расшибить, чтобы попасть на верхние небеса. Я смотрю, ты об этом не знаешь». Ши Цинсюань в гневе закричал: «Да. Я не знаю. Я просто хочу быть странствующим заклинателем, что нельзя. Даже не мечтай ни о каких странствиях и скитаниях, тоже мне заклинатель». Да я, как вдруг его лицо переменилось, видимо, он получил сообщение по сети духовного общения. Шиуду тут же поднялся, приложил 2 пальца к виску и внимательно выслушал, при этом становясь все мрачнее. В следующий миг он бросил Ши Цинсюаню: «Прекращай добавлять мне хлопот. Ближайшие дни я буду занят, у меня нет времени с тобой возиться. Когда я преодолею рубеж 3-й небесной кары, не позволю тебе больше ни одной подобной выходки». Договорив, он гневно встряхнул рукавами и быстро удалился. Дождавшись его ухода, Селянь незаметно спрыгнул с крыши дворца и толкнул створку окна, желая проникнуть внутрь, но открыть никак не получалось, видимо, здесь установили защитный барьер. Побоявшись, что запустит предупреждающее заклятие, принц не решился применять силу. Он шепотом позвал через окно: «Ваше превосходительство, ваше превосходительство!» Ши Цинсюань на кровати пошевелился, повернулся и обрадованно воскликнул: «Ваше высочество!» Селянь отозвался: «Это я». «Что с вами случилось?» «Я не могу открыть окно, есть ли иной способ попасть к вам?» Совершенно ясно, каким еще иным способом бог войны мог проникнуть в здание, не открывая окна как положено. Ши Цинсюань тут же предостерег: «Нет. Ни в коем случае не разбивайте ничего. На окна и двери нанесен магический барьер, и если ворветесь сюда, вся резиденция ветров, и вот тотчас будет оповещена об этом. Пройти через барьер способны только я и мой брат, а открыть окно можно только изнутри». «Но ведь вы связаны», — Ши Цинсюань с новой силой принялся вырываться. «Подождите, ваше высочество, я сейчас разорву эти веревки». На глазах Селяня он принялся кататься по кровати, то скручиваясь как креветка, то выпрямляясь как стальной лист. Ему явно приходилось очень трудно, и Селянь тихонько подбодрил: «Давайте же, ваше превосходительство». Но на первый взгляд веревка, которая связывала Ши Цинсюаня, не походила на волшебный артефакт. С магическими силами повелителя ветров ее можно разорвать, пошевелив пальцем,
Почему же он до сих пор не справился с ней? Неужели Ши Цинцюань и впрямь получил настолько серьезные раны, что не способен даже на такое простое усилие? Внезапно из-под кровати Ши Цинцюаня послышался странный шум, а затем вытянулась чья-то рука. Селянь от потрясения весь покрылся мурашками и тут же воскликнул: «Берегитесь, ваше превосходительство! Под вашей кроватью кто-то прячется». Ши Цинцюань тоже переменился в лице. Что он и рта не успел закрыть, как черная фигура выбралась из-под его кровати и встала у изголовья, взирая на повелителя ветров сверху вниз. Весь в черном, с демонической маской на лице. Неизвестно, в какой момент незнакомец спрятался под кроватью и что сейчас собирался сделать. Ши Цинцюань, привязанный к кровати, принялся вырываться как умалишенный. Селянь же тем временем не мог попасть внутрь, поскольку его сдерживали барьеры на окнах. Ситуация сложилась поистине критическая. Принц уже вознамерился проломиться через окно, когда пришелец сдвинул маску на голову и, понизив голос, выплюнул: «Закрой рот». Ши Цинцюань округлил глаза. «Минсюн! Минсюн! Минсюн, мамочки мои, мой дорогой друг, скорее! Развяжи меня!» Мин и одной рукой разорвал веревки. Ши Цинцюань размял кисти и ступни, поднялся с кровати и бросился открывать окно. Затем схватил селяня за руки и с силой потряс. «Ваше Высочество! Я так благодарен, что вы не забыли обо мне». Селянь похлопал его по плечу, осторожно перебрался через подоконник и спросил повелителя земли: «Но разве этот дворец не защищен барьером? Как вы проникли сюда, ваше превосходительство?» Мин и ответил: «Таков род деятельности». Затем он, кажется, заметил кое-какую странность и поднял с пола веревки, спросив Ши Цинцюаня: «Ты что, не мог справиться даже с такой ерундой?» Селянь тоже присмотрелся и увидел, что веревка не представляет собой ничего особенного. Это вовсе не артефакт, просто обыкновенная веревка. С мощью магических сил повелителя ветров. Как такая мелочь могла столь долго сковывать его движение? Лицо Ши Цинцюаня застыло, а Мин и вдруг схватил его левое запястье. Взгляд повелителя земли в момент сделался суровым. «В чем дело?» Селянь в свою очередь взял Ши Цинцюаня за правое запястье, секунду пощупал и оторопел. «Ваше превосходительство, как такое могло случиться?» В теле Ши Цинцюаня не осталось ни капельки магических сил. Селянь сразу же предположил: все из-за того снадобья. Он вспомнил о черной жидкости, которой Шиуду только что напоил Ши Цинцюаня, и как последний пытался ему воспротивиться, поэтому тут же склонился над пролитым снадобьем, чтобы его изучить. Однако Ши Цинцюань ответил: «Нет. Действительно, снадобье ни при чем». Селянь немного разбирался в основах медицинских наук и по запаху понял, что отвар, должно быть, имеет действие успокоительного и обезболивающего характера, а также обладает эффектом легкого снотворного. Впрочем, это и не удивительно, ведь в тот день на башне пролитого вина Шиуду схватил брата за руку и мгновенно переменился в лице, значит, обнаружил все уже тогда. Он сварил для Ши Цинцюаня это снадобье для его же блага. Только неясно, почему тот отказался принять благое намерение. Вот почему Ши Цинцюань не отвечал принцу в сети духовного общения. По той простой причине, что мощные магические силы, которыми он обладал ранее, полностью иссякли, и сейчас он совершенно не отличался от простого смертного. У селяня вырвалось: «Ваше превосходительство, вас низвергли, а иначе что могло привести к подобному итогу?» Но ведь на теле Ши Цинцюаня не появилась проклятая канга, и к тому же разве можно утаить такое событие, как низвержение небожителя? В одно мгновение весть разнеслась бы по чертогам верхних и средних небес. Ши Цинцюань побледнел, словно вот-вот упадет, и селянь поддержал его под руку, вопрошая: «Почему его превосходительство, повелитель вод, связал вас?» Ши Цинцюань наконец опомнился и проговорил: «Да, мой брат. Пока его нет, нужно скорее уходить. Сначала покинем это место, потом поговорим». С такими словами он полез под кровать. Селянь опустился на корточки и позвал: «Ваше превосходительство». Оказалось, что под кроватью зияет дыра, ведущая в неизвестном направлении. Ши Цинцюань проскользнул в нее и был таков. Мин и тоже приготовился отправиться следом.
Селянь, поразмыслив, решил пойти с ними, но тут Мин и подался чуть назад и сказал ему: «Ваше Высочество, вам не следует вмешиваться». Селянь, которому преградили путь, застыл на месте. Его превосходительство, как преданный друг, не раз оказывал мне помощь. На этот раз он в беде, и я никак не могу оставаться в стороне. Мин и произнес: тех, за кого он заступался в пылу справедливости, пруд-пруди. И большинство как раз остается в стороне, даже когда с ним случилась беда. Селянь возразил: меня не касается, как себя ведут остальные. Я только хочу разобраться в причинах и следствиях происшествия. Убедившись, что моя помощь действительно не нужна, я, разумеется, отступлю и больше вмешиваться не стану. Из-под кровати послышался голос Ши Цинцюаня: «Вы скоро там». Дыра вот-вот закроется, и действительно, лаз под кроватью постепенно сужался. Мин и тут же прошмыгнул в него, Селянь последовал его примеру. Они втроем какое-то время ползли по тоннелю, который сюда проложил Мин а когда Селянь обернулся, то с удивлением обнаружил, что дыра уже закрылась. Принцу это показалось поистине удивительным. Он шепотом спросил: «Ваше превосходительство, как вы открыли проход?» Мне не приходилось слышать, что под чью-то божественную резиденцию в столице бессмертных можно выкопать подземный ход. Надо сказать, что фундамент под столицей совершенно не походил на почву мира смертных. Только спросив, Селянь узнал, что повелитель земли Мин и когда-то являлся простым народным умельцем. Всю жизнь он чинил мосты, дороги, прокладывал тоннели через горы, строил дома. Принес людям столько блага, что в итоге вознесся. И сейчас, случись людям затеять большое строительство, перед тем, как приступать к делу, они непременно молились повелителю земли, чтобы весь процесс прошел гладко и успешно. После Вознесения повелитель земли обзавелся артефактом под названием «Лопата полумесяца». Согласно легендам, на свете не существовало гор, которых не мог бы сдвинуть этот божественный инструмент, проходов, которые он не мог бы выкопать, а также домов, в которые с его помощью нельзя было бы проникнуть. Это давало повелителю земли огромное преимущество в бытность лазутчиком в призрачном городе. Какую бы потайную комнату он не встретил на пути, чтобы попасть в нее, требовалось лишь копнуть разок, после чего проход точно так же сам собой закрывался. И если бы в прошлый раз Хуачен не избил его до потери 3 шинов крови, тем самым нанеся немалый урон магическим силам, возможно, у него получилось бы даже сбежать из подземной темницы при помощи своей драгоценной лопаты. Ранее повелитель земли не пробовал таким же образом проникнуть в чью-либо божественную резиденцию и вообще почти никогда не выставлял свой артефакт на показ, держа в тайне. Но это и хорошо, ведь большинство артефактов пантеона божеств верхних небес представляли собой изящные произведения искусства. К примеру, это могла быть пищая кисть или книга, веер или драгоценный меч, флейта или цинь. И если бы среди всего этого великолепия появился небожитель, целыми днями расхаживающий с лопатой на плече, своим видом он бы уничтожил всю прекрасную композицию, разрушил атмосферу утонченности. Выслушав объяснение, Селянь не удержался от мысли, не стоит ли ему самому отправиться помолиться повелителю земли, чтобы поскорее починился его монастырь водных каштанов. Они проползли еще немного, когда принц услышал впереди вопрос Мин обращенный к Ши Цинцюаню. Это сделал истинный божок-пустослов. Селяню тоже хотелось бы узнать, так ли это. И если истинный божок-пустослов в действительности нанес Ши Цинцюаню подобную травму, весть об этом, разлетевшись по небесным чертогам, наделает немало шума, перепугает всех до смерти. Еще бы нечисть, способная за небольшой промежуток времени забрать у небесного чиновника все магические силы, сделав его простым смертным. И думать нечего, каждый почувствует себя в опасности. В ответ на столь серьезный вопрос Ши Цинцюань недолго помолчал и сказал совсем не то, что они ожидали, неважно, кто это сделал. Инцидент на этом исчерпан. Его реакция выглядела, мягко говоря, странно. Если кто-то все подстроил, чтобы навредить ему, как бы то ни было, а такого отношения Ши Цинцюань выказывать не должен. Ведь он далеко не из тех простаков, кто станет молча терпеть обиду. В тот же миг у Селяня возникло одно очень нехорошее предположение.
Но, несмотря на безрадостный характер, оно объясняло все случившееся от и до. Как вдруг Мин и прошипел: «Тихо!». Все трое в проходе немедленно задержали дыхание. Мин и зажег пламя на ладони, тусклый огонек озарил небольшое пространство вокруг, а остальные двое воззрились на него. Кажется, Мин и хотел воспользоваться духовным общением, однако сейчас Ши Цинцюань не обладал и каплей магических сил, поэтому не мог поговорить с ними таким способом. Тогда повелитель земли прибегнул к иному способу, написал слова пальцем на земле. Там, где он прикасался рукой, появлялись следы, будто бы в густые чернила капнули водой, и знаки немного расплывались. Селянь и Ши Цинцюань прекрасно увидели, что написал Мин, и «ничего не говорите и не двигайтесь. Ждем». Когда они прочитали, Мин и беззвучно подул на слова, стирая их без следа. У селяня тоже еще оставалось немного магических сил, поэтому принц протянул руку и написал: «Чего ждем? До каких пор нужно ждать?» Мин и ответил тем же способом: «Ждем, пока человек наверху уйдет». Селянь и Ши Цинцюань, не сговариваясь, подняли голову кверху. Вот оно что: Мин и своей лопатой сделал подкоп под чью-то еще божественную резиденцию или дворец. Должно быть, прямо сейчас какой-то небожитель находился ровно над ними. Стоило внимательно прислушаться, и принц действительно расслышал наверху тяжелые неторопливые шаги, будто кто-то прохаживался по своим покоям. По звуку шагов селянь понял, что это, должно быть, бог войны, а у богов войны очень острый слух, не говоря уже об остальных чувствах. Если они произведут хоть какой-то подозрительный шум, при должном невезении их действительно поймают с поличным. Ши Цинцюань не мог ни сказать, ни написать, ему оставалось только беззвучно шевелить губами. Селяню пришлось просить его повторить дважды, прежде чем понять, что тот пытался сказать: «Мин Сюн, ты что, не мог обойти все эти дворцы и храмы? Нельзя было пробраться под улицей Шинью?» Мин и бесстрастно написал в ответ: «В этом дворце только что никого не было, а улица Шинью сейчас вся в ямах». Селянь тоже подключился: «Верно. Направляясь к вам, я видел, что улицу сплошь покрывают ямы и рытвины, некоторые до нескольких чи в глубину. Если делать там подкоп, то, неосторожно подняв голову, можно встретиться с кем-нибудь взглядом. Поэтому они, не производя ни звука, будто превратились в 3 каменных изваяния в терпеливом ожидании, пока небожитель наверху уйдет». Прошло какое-то время, и Ши Цинцюань вновь зашевелил губами. «Ну что, он ушел?» Мин и качнул головой. На лбу Ши Цинцюаня надулись вены, отчего он стал немного напоминать своего брата, когда тот гневался. Он беззвучно проговорил: «Кто там такой медлительный? Сейчас ведь не время сна, да и кто из небожителей вообще спит? Над нами что, отхожая комната?» Строго говоря, фактически небесные чиновники не нуждались в посещении отхожей комнаты. Когда Ши Цинцюань договорил именно до этих слов, селянь вдруг почувствовал волну мурашек и резко отпихнул двоих вперед, сам же оттолкнулся ногой и отпрянул назад. Потолок подземного хода над ними внезапно пронзил острый клинок, так и пышущий угрозой и жаждой кого-нибудь прикончить. Лезвие вошло в землю ровно между расставленными ногами принца.